Всем привет! Сегодня начинаю мой новый вышивальный влог и предлагаю вам поехать со мной в библиотеку сдать мою книжку. Если я ее вовремя не сдам, мне придет штраф 25 франков. Ну, практически я куплю не новую книжку. Так что поехали, посмотрите на эту дорогу, которую вот по этой дороге я езжу каждый день. Сегодня у нас паршивая погода, и я хочу сейчас съездить в библиотеку. Вот такой типа серпантин у нас. Когда приезжают гости, иногда их укачивает. Опять у нас пошел дождик, и не очень это весело. А вот сейчас открывается вид на наш город Мендризио. Я живу в деревне, а вот это, так сказать, центр. Еду в центр. Собака, которая не хочет идти домой. Я прибыла в центр Мендризио. Вот туда вниз, там Муниципио, здесь вот вилла, здесь бесплатные парковки. Блин, я не поставила диск. Диск. Парень с собакой по-прежнему здесь. Ну вот, она решила поиграть со мной. Вот такая милая собака. Ну, растащили нас друг от друга, но она хочет вернуться. Какой прекрасный денечек, новый знакомый у меня появился. Ой, эти собаки обожаю. Ну, вот приближаемся к центру. Центральнее не бывает. Это город Мендризио. Вот это у нас такой торговый центр, и там спортзал наверху, куда я хожу заниматься. Туда парковка. Вот такая красота. Вот такая центральная площадь. Сделана типа колодца. Вот там Актив Фитнес. Вот здесь супермаркет. Актив Фитнес — это спортзал, куда я хожу. Вот такая площадь, где происходят все концерты и все мероприятия. А вот здесь я делала операцию на глазах. И, блин, я забыла зонтик. Ну, какая бестолковая. Дождь, я без зонта. Молодец. Коричневую собачку хочу. Вот наблюдатель. Какой белый весь. Совсем забыла, у нас сегодня выставка антиквариата. Здесь люди очень часто это делают из своих подвалов и чердаков. Барахло старое выносят и продают. Вот наша церковь. И внизу площадь. Вот, собственная цель моей поездки — это библиотека. Вот такая она красивая. Сейчас мы пойдем. У меня уже было видео про библиотеку, но это было давно. И сейчас много подписалось новых людей. И я хочу перед ними тоже похвастаться, какая у нас замечательная библиотека. Вот так красиво. Вот он вход. Это выглядит все. Зал. Вот здесь зона для чтения. Такие компьютеры, где вы можете посмотреть, если это книга или если ее в этой библиотеке нету, в какой она библиотеке есть. И вот такие вот полки с книгами по алфавиту они расположены. И сегодня я хочу взять Фредерика Бекмана. Так, вот у нас Фредерик Бекман. Моя нона салюта.
Вот это я слышала, очень хорошая книга. Бабушка просит прощения, передает вам привет. Это про хоккеистов. Это тоже известная город медведей, что-то такое. А вот это Лиансиози, это которую я читала. Пожалуй, я сделаю тоже обзор на эту книжку, потому что она мне очень-очень понравилась. Так, я возьму это и возьму, наверное, «Город медведей». Нет, я прочитала аннотацию. Это очень такой серьезный и жестокий триллер. Я, наверное, возьму «Бабушка у вас просит прощения и передает привет». Вот. Еще одну книжку я хочу о этом детективе Страйке. Вот это она называется. Божья Библия целая. Смотрите, какая толстая. Что-то там за кровь. У меня вот это есть, я это читала и это читала. А это вроде продолжение. По этим тоже книжкам был сериал, но только 10 серий. Сейчас я не знаю, есть ли оно. Ну, пожалуй, хватит. Я беру всегда несколько книг, потому что если начинаю читать, и мне не заходит, я тогда начинаю вторую. Сегодня воскресенье, и смотрите, здесь в детской зоне полно детишек. Вот так. Классное место, я люблю его. Тут такая атмосфера всегда. Здесь проводятся эти курсы как раз бесплатные, о которых я вам говорила. Здесь автоматически вы проводите свою карточку, потом берете ваши книжки и вот зарегистрировали. Нажимаете. Хотите чек, пожалуйста, вам чек. Я беру чек для того, чтобы помнить, когда надо возвращать. Все. Вчера в воскресенье целый день лил дождь. Была отвратительная погода. На улицу даже нос нельзя было высунуть. Сегодня понедельник. У нас прекрасная погода. Просто замечательная. 20 градусов. Не холодно, не жарко. На солнечке балдежный. Я вчера пекла целый день пироги, как говорится. Сделала начинку из яблок для штруделя и сделала ее слишком много. Остались уже нарезанные яблоки. Думаю, блин, ну что с ними делать? Оставить их так, они ж потемнеют, ну куда их, никуда. Варить варенье никто есть, то варенье не будет. Думаю, сделаю еще и шарлотку. Ну, короче говоря, у меня скоро лицо в камеру лазить не будет. Такая красота, я сижу, вышиваю, пока есть у меня немножко времени. Наконец-то добралась до вышивки. А вот вышиваю я русалку. И если до этого момента все было чудесно, замечательно, большие такие площади зашивки, все классно, все, то сейчас начался какой-то трэш. Вы полюбуйтесь на это вообще разнообразие всего. Вот в этом маленьком кусочке, наверное, все цвета радуги присутствуют. И самый особенный кринж — это вот эта семерочка. Семерочка, она практически такого же цвета, вот она, как сама канва. И я такая сижу, вышиваю, думаю, ой, такие большие куски, что-то я не позашивала. Заправила эту семерочку, хотела начать вышивать, смотрю, оно уже все вышито. И вот здесь оно вышито. Ну, короче говоря, запутала меня эта русалка, одурманила, и я теперь хочу каким-то чудесным образом дошить вот эти вот оставшиеся, вроде осталось тут совсем немножко, но как-то очень что-то сложненько оно получается. Вы не поверите, друзья, да что там вы не поверите, я сама в это с трудом верю, я закончила все крестики на моей русалке, полюбуйтесь, какая красота. Мне остался здесь бэкстич и бисер. И я такая думаю, что-то мне неохота ни бэкстич делать, ни бисер пришивать. Бисер пришивать, это ж вы сами понимаете, надо за стол идти садиться, не развалишься уже на
диване или на кресле. И я решила, думаю, а у меня же есть еще кукуруза, надо ее дошить и кукурузу. И взяла я кукурузу. И вот, взяла я кукурузу и дошила я и кукурузу, крестики все. И опять же здесь остался все вот это, все здесь бисера, вообще какое-то безумное количество этого бисера. Сейчас я вам покажу. Смотрите, сколько этого бисера на эту кукурузу. Это аж вообще можно обалдеть, весь этот бисер пришить. Ну, в общем, деваться некуда. Придется пришивать бисеры на русалку и на кукурузу. Только вот у меня один вопрос. Что сделать сначала? Бэкстич или бисер? Я что-то не понимаю. Я как-то посмотрела там на превью, там есть моменты, где бэкстич перекрывает бисер. Думаю, может, надо сначала бисер, а потом бэкстич. Ну, в общем, я в раздумьях. Покажу, что там я надумала. Ой, слушайте, ну это вообще сижу, рассказываю вам, думаю, что у меня пишет видео, а на самом деле нет. И я тут уже все рассказала, все разложила, и вот я начинаю все сначала, потренировалась, и сейчас буду, может, более связно говорить то, что хочу сказать. Итак, подходят к концу два моих милхила. Это как ее связано, разговаривая связано. Кукуруза мне бисер пришить, как я уже вам сказала, и русалка мне бисер пришит. И так как я уже чувствую, что скоро-скоро финиш, у меня аж руки чешутся начать что-нибудь новенькое. И осень вообще-то как бы тоже хочется чего-то новенького. Смотрю, девчонки там поначинали гору и вообще не парятся. Я не знаю, меня почему-то эти начатые процессы как-то парят. Я смотрю, вот я начала в 2020 году, вот смотрите, я закончила. Нормально человек 4 года себя прожил, и ничего его не волнует. Ну и полежал, ну и подождал его этот процесс. Что тут такого? Ну, может, мне надо как-то... Я, наверное, слишком тревожный персонаж. Но, тем не менее, мне что-то хочется начать. К чему я все это вела, короче, развезла. И у меня есть вот такие малюточки, эти, как называют их, конфетки. Вот такое яблочко расчудесное от милхильчика. Вот смотрите, тут есть вот такие еще камушки красивые. Магнитики. Магнитик мне не надо, мне магнитики не буду делать. Это все у меня будут подвесочки на мое дерево. Вот такое чудесное яблоко, красивое, мне нравится очень. Груша, ну, кто не вышел эту грушу, я не знаю. Кто не вышел, у того лежит в запасах наверняка. Она вообще прекрасная, замечательная, красивая. Тоже это магнитик, и тоже здесь есть вот какой-то красивый очень бусинка, аж 2. И тоже хочется. И, конечно, тыква. Ну, как осенью без тыквы? Это же вообще невозможно. И мне вот эта тыква очень нравится с этими огурцами. Классная. И здесь у нас сердечко. Но его тут не видно. Вот. Желательно вышить все, но хотя бы что-то одно уже порадует меня. Потом у меня есть вот такой прекрасный баннер. Здесь все 4 сезона. Они вроде как кажутся маленькими, но на самом деле я не знаю. Здесь 33 цвета, но я так понимаю 33 цвета, потому что здесь вот голубенькая, здесь вот зелененькая, беленькая, здесь желтенькая, оранжевенькая, поэтому разные все. Ну вот списочек такой как бы внушающий. И мне тоже хочется этот баннер. Это итальянская компания, Serenità di Campania называется. И цвета сезонов. Дизайнер Чичилия Вотта. Видели мы эту Чичилию на выставке. Очень симпатичная. А что я не попросила
автограф, не знаю, протупила, как обычно. Ну, давайте посмотрим, насколько оно большое, потому что они здесь... Нет, вот здесь написано. 14,5 на 57 см. Это маленькая. И предлагают они вышить на Грициана. Это самопокрашенное вручную. Ну, сделаем мы покрашенную вручную. И на 32-м каунте они предлагают. Но если я буду на 28-м, но если я буду 28-й красить, то он у меня получится, наверное, 30-й. И чуть-чуть подлиннее получится. Не 14,5, может там 15,5 получится на 57. Ну, где-то сантиметров на 60. 60 сантиметров надо вот такую, эту самую. Красивая, не правда? Ну, мне кажется, она несложно будет вышиваться. Хотя, я не знаю, я никогда Serenita Candy Company не вышивала. Потом у меня вот такая чудесная чашка кофе есть от Rosewood Manor. Тоже у меня нету ни ниточек на нее, ничего. Единственное, что я знаю, что у меня есть Rainbow Gallery. Видите, вот здесь вот золотистым это вышито, кофе написано, и вот эта чашка обведена золотистым. Это у меня есть. Ну, здесь совсем немного. Здесь 10 цветов DMC. Я думаю, это будет несложно вышить. Это Елена Тымкев меня соблазнила на эти чашки. Там есть и эспрессо. Я уже в виш-лист себе назасовывала и капучино, и эспрессо, и чай, и все, что хочешь. Там есть. А тут написано, какого размера будет. Это 74 на 58 крестиков. На 32-м антик White Linen. Античный белый лен. И размер... Имя, сестра, имя, ну, не написан размер, не знаю я, какой размер получается. Ну, красиво очень. Есть у меня еще из Франции, ой, вот такая чудесная, расчудесный веночек. Это тоже есть, эти венки на все 4 сезона. Ну, посмотрите, у меня осень, и посмотрите, какая она красивая. Тут и мухоморчики вам. Тут вам и тыковки, тут вам что хочешь, что ваши душеньки, кто любит грибы, ну, мухоморы как бы не поешь, но желуди здесь есть вот это, наверное, рябина красная и цветочки. Ну, короче, и 183 на 168 крестиков. И что они там нам рассказывают? Так. 23,8 на 21,8 сантиметров этот будет веночек у нас. И они предлагают вообще на 40-м каунте вышивать в одну ниточку. Вот так-то. Вот здесь написано, если вы будете вышивать на 28-м, то у вас получится 30 на 27. А если на 32-м, даже здесь, наверное, меньше, 25, 36, наверное, 14. 25,5 на 23,5 сантиметра. Я хотела сделать 4 вот таких подушки с такими венками. Наверное, ну, здесь надо подготовиться к этому проекту. Есть у меня вот такой маленький от Shepherd's Bush домики. Ну, это вообще малюсенький. Он сколько тут? Так. Здесь на 10-м каунте, ну это вообще 11 на 14 клеточек. Нет, 40 на 69 крестиков вон здесь. Ну, здесь так прилично этих самых цветов закрою. Этот покажу вам. Смотрите, сколько цветов здесь. Нормально как бы. И Sampler Thread of Dyed Floss. Wix Dye Works, видите, они предлагают. Угу. Ну, такие домики я не собираюсь я Wix Dye Works вышивать. Я буду их вышивать на этом самом, как вы скажете, DMC.
И тут же меня разрывает. Вроде мне хочется и что-то маленькое, мне хочется и что-то большое. И вот, может, я думаю, вот это начать. Но это вроде как весеннее. Я смотрела, Илона тоже, Илка хочет начать, но она хочет это начинать весной. Ну, как бы весна, да. Цветы Парижа. Да какая разница весной, осенью. Когда хочешь, тогда и начинаю. Как бы, да. Ну, красивое это. А зато здесь все есть. Вот, пожалуйста. Только я не знаю, хочу ли я на Аиде вышивать, потому что здесь, ну, как бы вот столько приличненько. Да, нормально. На стене будет висеть. А потом же у меня еще есть, как его скажите, я вам скажу. Рената Паролин, вот такое дерево у меня есть. Оно, по-моему, было летнее. Все равно, мне кажется, оно классное. Так, и что тут? Ну вот что ж они так печатают, что я не могу вам даже прочитать. У меня даже все есть, видите, атрибуты. Это палочка и это подставочка, куда засовывать, чтобы сделать это дерево. А дерево делается пинкип, я так понимаю. Потом этот пинкип прилепливается, пришивается, приклеивается на вот эту штучку. И у вас получается такое дерево, и вы украшаете себе дом. Ну вот, смотрите, здесь предлагают 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 цветов. И тут даже расписано вот на все, на 40-м каунте у вас получится 8,8, 27 здесь, 30, 32, 11,8. И у меня вот есть, это 32 каунт, вот у меня даже это есть. Тканюшечка, лен. Смотрите, какой красивый, правда? И это должно хватить и на дерево, и на вот такой веночек. Но только у меня дерево из одной серии, а веночек из другой серии. У Лены веночек из моей, такое, как дерево мое. Надо будет у нее попросить. Ну, надо сначала вышить дерево, а потом уже что-то просить. И у меня получается 32 каунт. И у меня получается дерево будет 10,9 сантиметров. Вот. И вот что-то я за это самое зависла. Что вы думаете, что мне начать? Скажите мне, подскажите мне, помогите. Помогите! Что вы бы хотели смотреть? Что вам интересно смотреть? Рената Паролин, Dimensions. Домики не считаем, веночек не считаем. Вот этот Rosewood Manor или вот этот баннер. Ну, а эти я буду так. Отойду чуть-чуть от мелхильчика и потом начну эти маленькие делать. Сейчас мне надо бисер пришить. Что-то меня бисер начал напрягать в последнее время. Не знаю даже почему. Вот такие планы на осень у меня. Я шью наперники. У меня уже на моих подушках перьевых такие страшные наперники, ужас. Нашла, разбирала сундук, нашла вот такую простынь. Это, видимо, из 2 простыней была соскручена одна простынь. На ней дырочки вот здесь вот такие есть. И уже как простынь ее не постелишь. Я думаю, этот самый. Но она такого качества. Я вот всегда думала, почему вот у моей мамы были такие, как это, простыни у бабушки. Они
такие были, как накрахмаленные, ты ложишься в них, прямо чувствуется. Да потому что качество было совершенно другое. У меня сейчас, я заказывала постельное белье в фирме в итальянской Филодоро. Она считается очень такая классная, престижная. И там неплохого качества эти все... Ну, я заказывала пододеяльники, простынь, наволочки, все это для моего bed and breakfast. Но оно в 2 раза тоньше. Это вот, она такая жесткая. Естественно, она 100 лет прослужила, еще 100 лет прослужит. Но уже так как там дырочки, я решила сделать эти самые наперники. Так что вот чем я занимаюсь. Вместо того, чтобы вышивать. У нас есть небольшое деревце с миндалем. И посмотрите, какой красивый большой миндаль на нем растет. Но я не знаю, как его обрабатывать. Вот я собрала то, что попадало. Это расчавили машиной, ездили. А так они вообще такие дубовые, их расколотить, я не знаю. У меня даже молотком не получается. Вот эта машина переехала. Поэтому оно раскололось. Вы знаете, кто знает, как этот миндаль, ну, короче, обрабатывать? Может, его надо замочить, может, его надо в духовку засунуть. Что с ним делать? Так, чтобы он был, ну, его было возможно употреблять в пищу. Ну что же, друзья, последнее включение на этой неделе. Хотела я сделать это еще вчера, в субботу, но не случилось, не срослось, не успела я закончить эту русалку вчера, то есть позавчера, поэтому я ее закончила вчера. И вот что у меня должно было получиться. Посмотрим. И что у меня получилось? Та-дам! Красота! Ну, красота же необыкновенная. Посмотрите, как это вообще роскошь роскошная. Сколько здесь золота, бриллианта. Какие красивые тут бисерины. Сколько их много. И поэтому я их и не успела пришить сразу, быстро. Так, ну давайте я что-то вот так подложу, чтобы это было лучше видно. И мы полюбуемся на эту неземную, да, водяную красоту, на такую русалку. Мирабилия может позавидовать обилию бисера. Ну, вы только взгляните на ее волосы. Помните, я вам жаловалась, что там какая-то каша. И эта каша была из бисера. И если я поначалу там этот бисер четко по схеме вышивала, в конце концов я запуталась, потерялась, что-то у меня пошло не так, и я уже, как Бог на душу положит, пришивала этот бисер. Ну, вот зеленый основной я пришила весь правильно, а вот здесь с оранжевым и с вот этим сиреневым что-то я накосячила и с белым. И куда-то оно пошло не туда. И тогда я уже по своему разумению пришивала все это. Но несмотря на все это, все мои эти перипетии, посмотрите, как красиво получилось. И получилось у меня лицо. Лицо я перешивала раз 5. Вот не вру вам, раз 5. То у меня брови некрасивые, то у меня нос кривой, то у меня губы не такие, то у меня то не то. Овал лица 2 раза это четко я переделывала. Потом вот это сердечко еще хотела раз переделать, потом уже думала, нет, ну да, хватит, потому что, знаете, когда вот за перебор бывает недобор. Оставлю так, как есть, пусть у меня будет русалка, такая форма сердечка у нее лицо. Рыба, вот здесь с рыбой тоже этот бэкстич, вот как-то он у меня не так, как на картинке получается, и все. И я раз сделала, не понравилось, 2 сделала, вот особенно вот в этом месте, ну что-то как-то оно шло не то. Потом с вот этими вот бисеринами, они вот, ну, похожи, смотрите, вообще, ну, совсем кажутся одинаковыми. Сначала я пришила вот этот бисер вот сюда. И когда ты его пришиваешь сюда, видно, что он другого цвета. Вот сейчас они кажутся одинаковыми, но когда ты его пришиваешь в неправильное место, видно, что он другого, вот сиреневого, вот такого цвета, не такого малинового.
распорола, перешила. Ну, короче говоря, были здесь свои приколы. И вот это, смотрите, какая рыба. Смотрите, в этой рыбе сколько тоже бисера. Она тоже, ее тоже Бог не обделил красотой. Вы полюбуйтесь. Видите, все, это же бисерный хвост, какой бисерный. Я сначала сказала русалка, а потом думаю, что мы ее русалкой зовем? Тут же нигде не написано, что это русалка. А потом поняла, вот ее хвост. Это же, наверное, русалочий хвост. Правильно? Правильно. И вот у рыбы вот это лонгстичем я сделала ее плавники уже в самую последнюю очередь, когда было уже все готово, чтобы он у меня не провис. И в общая картина мне очень-очень даже нравится. Красиво получилось. Я почему-то думала, что она больше, я не знаю, смотришь на эти размеры, на размеры-то написано, не то, что там, вот написано 12 на 7 на 17,8 сантиметров этот дизайн. А так он у меня и получился. Почему я думала, что они будут такой же размер, как и лошадки? Лошадки гораздо больше. Ну вот так. Классно и красиво. И я рада, что я наконец-то это закончилось, потому что лето закончилось, и вышивать уже больше морские русалочьи дизайны не хочется. Ну, еще раз мы взглянем на эту безумную красоту. Класс. А сейчас, пока я достаю то, что я начала, да-да, я начала, а вы угадайте, остановите видео и напишите, что я начала в предыдущем кадре. Я рассказывала, что я там хочу начать. И посмотрим, как хорошо вы меня знаете. И вот, тадам, угадайте, что это. Конечно, тяжело здесь угадать, что это, но я думаю, можно, если захочешь. Подсказочка номер 1 и подсказочка номер 2. Я начала эту чашку кофе от Rosewood Manor, вот такую красивую. Оказалось, что у меня все нитки по ключу есть, вообще вот нет, вру. 156-го DMC у меня не было, но 156-м DMC вышивается сама вот эта чашка голубая. И я подумала, если я сделаю чуть-чуть другой оттенок, ну вот вы видите разницу, сильно вам отличается этот оттенок? Мне тоже не очень. И поэтому я взяла, какой это у меня номер, не буду врать, нет, сейчас скажу, подождите. Смотрите, какая у меня есть штучка интересная, Опаля. Вот так. И вместо 156 номера я взяла 3807. И очень счастлива. Остальное все у меня по ключу абсолютно. Вот такая начало чашки с золотым ободком. Будет здесь вот золотой ободок, будет здесь золотая ручечка и будет золотая надпись. И будут красивые, прекрасные розы. Ну, как вы уже поняли, организовала я вот в такой карабульчик. И у меня еще этот Rainbow Gallery, это золотая нитка присутствует. Я надеюсь, мне ее хватит. Да, думаю, хватит. Тут еще и... Но если не хватит, у меня есть еще одна. Так что... Спокойствие, только спокойствие. Кто угадал? Напишите мне, кто угадал, что я начну эту чашку вышивать. Я не стала усложнять себе жизнь. Ну, собственно, как не стала усложнять себе жизнь? Мне очень сильно хотелось начать вот эту Serenità компанию, но я не знаю, как его вышивать. В виде баннера, либо, может, в виде скатерти, вот так вдоль, либо в виде подушки, вот так квадратную. Как вы считаете? Посоветуйте мне, куда мне ее пристроить. Мне, в принципе, и баннер я могу сюда повесить, и он будет красиво. И, наверное, все-таки я склоняюсь к баннеру. А теперь же мне нужно этот лен Грициана. А тут как раз
девчонки мои все поехали на выставку в Италию, Фармеджано. Мы уже были там весной, и сейчас осенью они тоже все рванули. И я я протупила. Ну, не протупила, я не могла. Я сейчас не могу поехать, потому что по работе. И поэтому я не поехала. Ну, ничего, я позвонила. Они даже я понимаю, что значит встреча вышивальщиц. Да, если я даже по телефону поболтала с ними, со всеми, там, с Ирой, с Таей, с Настей, и уже какой-то такой заряд энергии, такое воодушевление, сразу хочется что-то начать, сразу хочется что-то такое интересное сотворить и сделать, поэтому я обожаю вот эти все встречи вышивальщиц. И у нас хотя бы не часто и немного нас, но все-таки, когда вот это случается, это здорово. Жаль, что в этот раз я не смогла поехать. Ну, будет еще. Настя вон в Барселону зовет, ну, не знаю, в ноябре, по-моему, она сказала. Это тоже вряд ли, в этом году у меня вряд ли какая-то поездка случится. Хотя, кто его знает. Поживем и видим. К чему это я все веду? Как-то я уже, это, наверное, старческое, начинаю за одно и погнала совершенно другое. Я ж попросила, чтобы они мне купили этот лен Горициана. Тая смеется, говорит, нету там больше ничего, я все выкупила. Так что, девчонки, у Таи сейчас будет всего много красивого. Заходите к ней, скорее становитесь в очередь, бо ничего не останется. Вот здесь нам предлагают взять лен 13 филий Горициана. 13 филий, это получается 32-й, но не хочу я 32-й, мне надо 28-й, я не знаю, есть Горициана в 28-м аккаунте. Ну, я отправила Тае вот эту фотку, и если что, она мне что-нибудь подберет, не обязательно ж такое. И тогда я буду, ну, скорее всего, я баннер. И, наверное, я буду делать по сезонам. Вот сейчас я осень начну, как бы рассчитать правильно. Ну, хотя, а что я начну вот осень, и у меня сдвинется все. И какая разница? Здесь вот с весны начинается. Ну, короче, до этого дожить надо. Тут еще и ниточек дофигища. Так что я пошла по наименьшему пути сопротивления и взяла все то, что у меня есть. У меня был вот такой замечательный лен. Я не знаю, насколько это антик-вайт или что такое, но он, по-моему, идеально подходит к этому дизайну. И он у меня такой большой приличный кусочек, что мне хватит, и я могу докупить, как я уже говорила, там есть другие эти чашки, и я смогу сделать все это. Ну, кусмяру я такую, конечно, махнула. Тут чашечка это. Ну, еще будет здесь по сантиметрику, может, по бокам и все. Ну, а у меня тканюшки такой приличный кусочек. Ну, ничего. Страшного в этом нет. Вот такие, друзья, были новости, вот такие были дела у меня на прошлой неделе. И сегодня у нас воскресенье, замечательный денек. Наконец-то у нас закончился ветер. У нас 3 дня какой-то был ветер сумасшедший. Я ненавижу ветер, я не могу спать, я не могу ничего делать. У меня башка раскалывается от этого ветра. И сейчас у нас замечательная погода. Снова потеплело, потому что было прохладно, уже 15 градусов по утрам. И вот. Все, сводку погоды сделала, все рассказала, все показала. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели, за то, что вы послушали. Поставьте мне лайк за то, что я все это сделала, и напишите мне добрые пару теплых слов, как говорится. Буду очень рада обратной связи. А на этом я с вами прощаюсь до следующего видео, и всем пока-пока.